Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами о можжевельниках. Самый часто задаваемый вопрос у меня на канале и в инстаграме — это из чего у меня ниваки. Это можжевельник Минджулеп. Этому можжевельнику на сегодняшний день 8 лет. Он пережил у меня 3 пересадки. Вот на этом месте он растет у меня уже 6-й год. Очень хорошо сформировался, был красивый очень куст, и даже жалко было его переформировывать. Но задумка была такая, хотела попробовать сделать ниваки. Подстригла я его 3 года назад. И вот он так замечательно уже хорошо набил облачка. Некоторые еще, правда, в доработке. И еще буду, наверное, делать их более плоскими такими. Подстригла я его изначально очень коротко, выглядел он довольно печально, но очень быстро набил. Такие лапки хорошенькие. Вот такой красавчик. У него продолжают утолщаться стволы. Это придает ему еще больше декоративности. Что могу сказать? Минджулеп, конечно, высокорослый, огромный можжевельник. Очень красивый и в своем природном цвете. Невероятно красивый. И в форме в своей природной. Ну и, наверное, самый удобный вот для всяких форм, для бонсайчиков, для ниваки – это этот же можжевельник. И темпы роста у него очень большие, высокий, он хорошо нарастает, поэтому с ним приятно работать. В принципе, долго не надо ждать, если вы посадили такой можжевельник. Через несколько лет уже, в принципе, можно начинать его формировать. Еще у меня в саду растут 2 скальных можжевельника, это Blue Arrow. Ну, сажала когда-то, здесь было полное солнце, потом поставили забор. Они теперь растут в притенении в легком. Ну, в принципе, выглядят все равно неплохо. Растут они у меня 3 года. Вот на этом месте. Ну, с момента посадки покупала небольшими. Наверное, они были в литровом горшочке. Сантиметров, может быть, 20-25. Выросли довольно быстро. Я их пристригаю, но вот в этом году хочу еще более кардинально застричь. Вообще готовлю их, буду из них тоже делать застриженные формы. Когда они наконец-таки дорастут, наберут объем, обязательно подстригу, покажу. В принципе, хороший можжевельник, никаких болезней, вредителей, ничего на нем не видела. Я думаю, что если бы ему было здесь более солнечно, он бы еще лучше развивался. Может быть, был бы немножечко ярче цвет хвои. Ну, в принципе, для той формы, которую я хочу, он как раз подходит. Растет очень быстро. Сейчас покажу вам один из моих самых любимых можжевельников в саду. Наверное, вот у меня их 2. Вот перед вами сейчас можжевельник китайский Варигата. Невероятно красивый можжевельник. Цвет хвои у него бирюзовый, я бы даже сказала. Очень такие яркие желтые вкрапления. Очень красиво формирует свою крону. Растет. Ну, все китайские можжевельники очень похожи растут. Вот они так выгинают веточки. Не колоновидный, он немножечко такой лохматенький, но в этом его и красота. В том, что он такой с такими лапками. Видите, вот так в стороны отходят лапки. У него даже, я бы сказала, 2 вида хвои. Есть такая игольчатая и вот такая чешуеобразная. Очень красивая. Что единственное иногда происходит? Вот этот кремовый красивый прирост, когда у нас очень морозно, особенно если мороз с ветром, то он подмерзает, чернеет, но очень быстро восстанавливается. Вот он чернеет, обсыпается, или я его там снимаю, подшелушиваю. И он моментально за сезон уже стоит весь в таких красивых варигатных приростах.
Обожаю этот можжевельник за его вот этот вот насыщенный бирюзовый цвет. Очень он красиво контрастирует с вот этими желтыми приростами. Невероятно красивый. Можно сказать, вот действительно любимый можжевельник. Что еще хочу сказать? Растет он быстро. Посадила я его тоже около 3 лет назад. Небольшой тоже был можжевельничек, наверное, может быть 2-3-литровый горшочек. Сантиметров, может быть, 20-30 был сам можжевельник. И вот за 3 года, но он уже выше меня. Вот такой красавец. Попробую вам его показать сейчас в группе. Он у меня здесь загруппирован. Я посадила берючину ауреа. Она с ярко-желтыми листиками, только вот сейчас холодно, влажно, и она потемнела. Но весной лист будет снова яркий, красивый, очень красиво контрастирует с вот этой желтой варигатностью. А сзади у меня будет массив из туек Европа Голд. Тоже будут желтые, его будут хорошо оттенять. Ну, на мой вкус, невероятно красивый можжевельник, украсит любой сад. Не безумно огромных размеров он будет, когда вырастет. Поэтому, я думаю, уголочек ему можно всегда найти. Сейчас перед вами еще один из моих любимчиков. Это чешуйчатый можжевельник Gold Tip. Чем-то похож на Мэри, но обладает более карликовой формой, более карликовым ростом. Будет меньше в размерах. Очень красивая у него хвоя. И ярко-желтого цвета весенние приросты. Смотрится это очень эффектно, очень красиво. Растет он у меня 2-й год. Неплохо прирастает. Формирует побеги вот кверху, так наверх. Нравится он мне и не только весной, когда он очень эффектный, с желтыми приростами. И сейчас мне нравится, как он смотрится. Видите, хвоя как с белесым таким налетом. Красиво смотрится у этих можжевельников. Такая отслаивающаяся кора. Это тоже придает декоративности. Вот видите, шишка на нем темненькая. То есть он будет с шишечками. Очень красивый можжевельник. И в этой же группе недалеко я посадила можжевельник чешуйчатый Мэри. Вот похожи они по своей структуре, поэтому я думаю, вдвоем они будут очень эффектно смотреться вместе. Такие как фонтаны. Приподнимают веточки, желтые приросты у одного и у второго будут. Но Мэри будет побольше. В принципе, при желании из этих можжевельников формируются очень красивые бонсайчики. Но если его и оставить в такой природной форме, он тоже будет очень интересный. Смотрите, у Мэри уже такая зимняя краска, немножечко поменялся цвет, порозовели кончики. Очень симпатично смотрится. Что, жучка замерзла? Помощница моя. Еще один из моих прямо любимых сортов можжевельника — это можжевельник Lime Glow. Вот здесь я вам уже как-то показывала. Он у меня будет выполнять такую роль бордюрчика. Он уже полностью поменял окраску на зимнюю, стал такой розовый. Летом будет лаймового цвета. Тут довольно солнечное место. Это медленно растущий можжевельник. Насколько я понимаю, высота у него будет около 30-40-45, может быть, сантиметров. И около метра плюс-минус у него будет радиус. Там вот здесь у меня такая группа из этих можжевельников. Очень эффектно смотрятся. Красивая хвоя, красивая структура роста. Вообще можжевельники очень неприхотливое растение, не требующее такого внимания, такого полива, как некоторые, допустим, кипарисовики или криптомерии.
Выдерживает прекрасно наше палящее солнце южное. И в качестве акцентов очень даже симпатично. Вот этот можжевельник часто называют самым голубым можжевельником. Ну, конечно, можно с этим утверждением поспорить. Есть и голубее. Перед вами можжевельник скальный Moonglow. Конечно, очень голубой, очень. Вот практически аж с белым налетом. Невероятно красивый можжевельник. Это мягкий можжевельник, не колючий. Скорость роста у него быстрая. Посадила я его в прошлом году, и он прирос сантиметров на 25-30, прямо очень даже ничего. Очень красивый. Выбран был именно для как раз колористической такой вертикали в эту группу. Я его еще не стригла, но прищипывала. Пока растения молодые, можно, в принципе, если не лениться, справиться прищипкой. Прищипываю я его весной. С каждого кончика сантиметра по 2-3 убираю, и он загущается. Если ищете или подбираете себе неприхотливую, засухоустойчивую, ветроустойчивую, ярко-голубую вертикаль, то можжевельник Moonglow очень даже подойдет. Он не такой, конечно, стройный, как Blue Arrow, как скальные вот такие узкие можжевельники, но его можно застригать, прищипывать и, в принципе, формировать, как вам будет угодно. Не стричь и не прищипывать его я не рекомендую. Я видела очень некрасиво развалившиеся экземпляры, и смотрелись они так неряшливо. Поэтому хотя бы легкую прищипку, чтобы сформировать густое, набитое, красивое растение. Можжевельник скальный Moonglow. Вот в начале видео говорила вам, что у меня 2 любимых можжевельника. Но пока снимала, выяснилось, что я, наверное, в принципе, каждый люблю. Но сейчас показываю вам опять-таки одного из своих фаворитов. Это китайский можжевельник Кайзука. Посмотрите, какой красавец. Здесь он у меня в группе с шалфеем. Мискантус сбоку. И сзади кизильник растет. Видите, какие красивые красные ягодки у кизильника. А вот у можжевельника Кайзука очень красивые ягодки темно-синего цвета. Он просто весь усыпан россыпью этих ягодок. Это смотрится так нарядно, так интересно. Он уже приобрел зимний такой окрас. Видите, стал с такими бронзовыми нотками. Обожаю просто этот можжевельник. Невероятно красивый. Вот просто такая его форма интересная. Видите, как он себя формирует красиво? 2, наверное, одинаковых не найти. Как он будет свои веточки закручивать, просто не угадаешь. Очень хороший у него темп роста, растет он быстро. Посадила я его 2 года назад, и он прирос, ну, я думаю, по полметра точно, и дал хорошие боковые, вот начал разветвляться, такие приросты. Очень красиво выглядит. Вот сейчас покажу вам на примере этой веточки. Вот эту веточку я весной прищипнула, и она сразу дала, видите, сколько побегов. То есть вообще хвойные растения очень хорошо реагируют на прищипку. Очень хорошо загущаются, дополнительные побеги. Если вы, допустим, не хотите его загущать, но видите, что какая-то сторона у него, допустим, лысоватая, на ваш взгляд, то обязательно с этой стороны прищипните веточку, и он ее быстренько вам закрутит, зарастет, прошу прощения. Так что очень красивый можжевельник. Видите, какой ягодный. И у него очень интересный рост хвои, такая сама структура хвои. Видите, какие красивые хвоинки.
Очень красивый. У меня уже есть на канале видео о можжевельниках. Вы можете посмотреть и увидеть, как вот он за год прямо кардинально подрос. Вот такие рожки с двух сторон. Красавчик, конечно. Я ссылку прикреплю на прошлое видео, где можно сравнить, насколько быстро растут некоторые можжевельники. Сейчас покажу вам еще один очень интересный можжевельник, скальный. Это сорт Springbank. Такой воздушный, ажурный, молодое еще растение, но тоже неплохо прирастает. Стал немножечко такой сиреневатый у него, как туман, налет такой. Уже зимняя красочка у него проявляется. Хотя я на некоторых сайтах читала, что Springbank не меняет свою окраску на зиму. Ну вот, видимо, у меня он растет здесь на ярком солнце, на таком довольно сквозняке, продуваемом месте. И поэтому он меняет свою окраску. Очень красивый. Он немножечко такой лохматенький будет, не такой, как, допустим, Blue Arrow. У него вот эти веточки со временем, я так понимаю, будут так немножечко подвисать. То есть для таких садов в природном стиле. В общем, творческие люди не должны пройти мимо такого интересного можжевельника. Кстати, он у меня был двуствольный. У него была веточка вот здесь, сейчас покажу вам. Вот она. Вот эта веточка, прямо как второй ствол, начала формироваться в эту сторону. И я решила ее убрать, так как мне здесь нужна вертикаль такая. И я ее срезала, воткнула в землю. Сейчас покажу вам ее. Она прекрасно укоренилась. Просто вообще воткнула в землю. Ничего сверху не ставила, ни корневинами не поливала. И лето было очень жаркое. И все равно Springbank расчеренковался. Довольно интересный вариант скального можжевельника. Вот он наш череночек. Абсолютно живой. Весной, я думаю, уже тут пойдут молодые приросты. Но я его пока не трогаю. Вот он сидит у меня здесь уже. Ну, около года получается. Вот когда он пойдет уже в рост, тогда я его определю уже на постоянное место. Вот видите, какая у нас южная зима, середина декабря, мята зеленая вся. Я думала, еще и в тле. Нет, слава богу. Тля уже не выдерживает. Показываю вам сейчас тоже один из моих самых любимых. Это виргинский можжевельник Grey Owl. Вообще виргинские можжевельники очень красивые, очень голубые и очень сильно в шишечках. Невероятно. И, кстати, шишки на них такие крупные. Смотрите, какой красавец. Вот какие шишечки. Сейчас вам вот эту веточку покажу. Смотрите, сколько шишечек. Очень красиво смотрится ягодок таких. Видите, какой цвет хвои? Очень красиво. Это Grey Owl. И вот сколько шишечек. Очень красиво смотрятся. Вот этот можжевельник обладает быстрыми темпами роста, невысокий. Я думаю, он будет сантиметров до 50, но посмотрим, как он будет себя проявлять. Пишет, что радиус этого можжевельника может доходить до 5 метров. Вот такой мощный, невероятно красивый. Вот какая хвоя у него интересная. И у него создается эффект такой ажурности, как будто у него немножечко закручиваются веточки. Очень красиво. Вот несмотря на то, что он у меня растет здесь в притенении, у него очень ярко проявляется цвет. Очень светлый, очень красивый.
Очень красивый. Если хотите задекорировать какой-то участок, вполне возможно посадить грейол. Очень красивое, колористическое будет такое пятнышко. Это можжевельник горизонтальный Blue Chip. Такой будет голубой коврик. Но так как здесь очень прохладное место, яркое солнце и холодный ветер, он уже начал менять свою краску. Ну, да, как бы середина декабря он уже начал ее все-таки менять. И стал такой с фиолетовым оттенком. Очень интересный. Вот у него такой красивый рост веточек. Они слегка приподнятые. Такой вот он, в принципе, не очень колючий. Как ковер будет заплетать землю. Очень нарядно смотреться. Растет быстро. Дает вот такие вот веточки. Это низкие. Сантиметров 15-20, я думаю, будет его высота. Летом такой ярко-ярко-голубой красивый цвет. Ну, сейчас зимняя краска тоже, в принципе, довольно приятная у него. По радиусу блючипы и до 3 метров вырастают, и могут больше. Все будет зависеть от условий его содержания, насколько ему будет комфортно. Есть у меня еще ясельная группа, в ней у меня 4 можжевельничка. Один из них Тамарис цифоли, это казацкий. Невероятно красивый можжевельник. Будет формировать себя такой горкой. Прямо у него будут такие побеги приподниматься и опускаться к земле. Очень красиво смотрятся взрослые экземпляры. Вот кто знает, выращивает. Невероятно красивый можжевельник зеленого цвета. Большой довольно в размерах. И 3 метра может, и перерасти может все это дело. Ну, можно, конечно, пристригать. Это все быстрорастущие можжевельники. Поэтому я вот решила взять себе малышей и дорастить. Сейчас перед вами еще один горизонтальный можжевельник. Прошу прощения, еще эту зону не чистила. Ветром здесь наносит мне регулярно листья. Это Gold Con. Красивая будет желтая краска. Я его вот осенью пересадила, так как рос он у меня в тени и не проявлял свою желтую красивую золотую окраску. До 2 где-то метров будет у него радиус, и около метра, 1,20 м, я думаю, будет высота. Веточки, видите, как формирует, пригибает, и от них тут же отходит много. То есть это будет такая гора, спадающая каскадами. Очень красивый прирост у него ярко-ярко-желтого цвета. Вот он уже весь стоит с почечками, с такими. У нас очень тепло. В принципе, очень тепло даже для декабря. До плюс 10-12 сейчас держится температура днем. Поэтому многие растения могут, в принципе, тронуться в рост. И вот можжевельники стоят вот такие. Красивый сорт можжевельника, очень красивый. Я вам уже эту группу показывала. Здесь у меня туя зеленая, будет кубанский изумруд. Красный пузыреплодник, и вот такой желтый красивый можжевельник. Весной полюбуемся его яркими приростами. Еще в моем саду растет довольно высокорослый можжевельник. И я, к сожалению, не знаю этот сорт. Это, я думаю, какой-то из старых сортов можжевельника. У нас очень много таких в городе можжевельников. Много в Краснодаре видела. Он вырастает большим деревом, довольно пышной формы. Вот он усыпан весь ягодками такими синими. Зеленого цвета хвоя насыщенного. Красивый. Я его когда покупала в питомнике, еще на стадии формирования сада, еще не сильно увлекалась сортами. Единственное требование было, хотела, чтобы он был с ягодками. Видела, как в питомнике красиво смотрелась стена из таких можжевельников. То есть низ был оголен, и такими чупа-чупсами было застрижено все.
И те экземпляры, которые были вот так усыпаны ягодками, мне, конечно, очень понравились. Поэтому прикупила я себе такой можжевельник. 2 раза бедно его пересаживала, все никак ему место не могла подобрать окончательное в саду. Ну и наконец подобрала. Вот видите, прищипываю, и он сразу раздает 2 ветки в сторону. Вот так загущаю его запах. Вот сейчас трогаю его, стоит просто космический, вот как будто на море. Кипарис трогаешь. Очень душистый можжевельник. Кто знает, напишите мне сорт. Растет очень быстро. Растет действительно деревом. Вот такой у него уже довольно неплохой ствол. Немножечко разлопывается кора. Очень неприхотливо. Я в этом году вообще, вы знаете, летом за него забыла. Вот просто забыла. Он тут закрытый был у меня гибискусом цветущим. Я не знаю, видимо, заливая гибискус, конечно, ему тоже воды доставалось, но не сильно. И несмотря на все, он просто прекрасно себя чувствует, прекрасно распустился. Вот такой красавец. Главное, тоже ягодный. Вот из моих малышей можжевельник Глаука, по-моему. В общем, я брала блюданов и Глаука. Это казацкие можжевельники. И честно, я уже не запомнила, какой я куда посадила. 2 посадила. Вот этот понравился мне. Думаю, если что, сделаю из него неваки или что-то. Вот, потому что у него вот так красиво изгибается ветка. И несмотря на то, что это такой малыш, посадила я его в прошлом году. Это просто был укорененный черенок. Я взяла в садовом центре. Вообще просто малыш P9. И несмотря на это, он весь в ягодках, в шишечках. Видимо, они чувствуют, что мне это нравится. Усыпанные такими ягодками можжевельники. И они тут стараются перед хозяйкой. Очень красивый, голубой, яркий, светлый, красивая кора. Вот так себя необычно формирует. Люблю все такие кривые, кривульки, изгибы. Очень красиво. Вот, к сожалению, по-моему, это Глаука. Да, он такой помощнее немножечко. Ну, красивый можжевельник. Он как раз будет у меня тут в компании с вот этим предыдущим, который я сорт не знаю, высокий, как дерево, зеленый. Так что будет красиво. Такая хвойная группа. Потом захочу, когда вырастут, сделаю из них неваки. А вот второй малыш, я думаю, что это все-таки блюдануп. Вот он уже более зеленый, немножечко потемнее. Более аккуратные веточки, не такие мощные, закрученные, как у предыдущего Глаука. Тоже взяла его из черенка в прошлом году. И тоже быстрорастущий, очень быстрорастущий можжевельник. Он себя сформировал уже прямо в небольшой кустик такой. Красивый. Ягодок пока на нем не увидела ни одной. Но молодой еще, может быть, себя проявит. Будем наблюдать. Теперь будем смотреть можжевельники весной, когда они будут с молодыми приростами. Все приросты будут разного цвета. Очень эффектное зрелище. Есть у меня в саду еще один очень неплохой, интересный экземпляр китайского можжевельника. Это можжевельник Кетелери. Очень быстро растущий. Взяла его вообще на уцененке в садовом центре. Очень понравился на этом можжевельнике шишки. Ну, вот кто смотрит видео и канал, видимо, уже поняли мою любовь к этим шишкам можжевеловым. В общем, у него ягоды были такие настолько крупные, вот как прямо большая вот зернышко душистого перца, вот кто готовит, хозяйки. Понимаете, и цвет был практически белый у этой ягодки. Но это, конечно, меня не оставило равнодушной. И я его взяла.
Он был пересушенный, в ужасе просто был. Горшочек маленький, ну, наверное, пол-литровый, может быть. Вообще малюсенький горшок. Печально выглядел с этими 3 шишками, в общем. Но за год он настолько вообще раскрылся, он стал такого насыщенного зеленого цвета, я его не прищипывала. Он загустел прекрасно вообще. Видите, широкие такие ветки, разваливаются. Читала за этот сорт, это не широкий. До 1,5 метра пишет, что у него радиус. Ну, посмотрю, как он себя будет проявлять. Шишек пока на нем не было. Может быть, весной порадует меня уже. Очень красивый. Все китайские можжевельники обладают, на мой вкус, таким очень интересным ростом, структурой своей. У них так красиво отгинаются ветки, закручиваются. Плюс очень красивые цвета, очень красивая хвоя. Вообще невероятно. Жду, конечно, когда вырастет мой хвойный сад. Я думаю, аромат будет стоять в саду просто сказочный. Хоть видео и про можжевельники, но не могу не показать вам картинку своего зимнего сада. Смотрите, какое сегодня небо. Невероятно. Полный сад, правда, ворон. Вот такая красота. Я сейчас покажу вам еще одного очень интересного питомца. Этот можжевельник, который вам сейчас буду показывать, вот он из серии кривулек, невероятно красивых и ужасно нефотогеничных. Вот к нему никак не подкрадешься. Вот в каком ракурсе, в каком виде. Только я не знаю, если вот прямо снегом его засыпет, что у нас не так вероятно. Растет он у меня здесь в группе с нутканцем. Они должны дополнять друг друга. Это можжевельник обыкновенный Хорстман. Может быть, договорюсь с ним, и сейчас он все-таки проявит нам свою красоту. Я выбрала себе в 3 ствола. Эти стволы будут у меня обязательно на каркасе. Вот этот уже стоял целый год на каркасе, пока вроде держится. Потом, если что, его опять закривит он себя сам. Вот, конечно, структура хвои, видите, такой колючий. Очень колючий. Но у меня он растет на виду, но не на проходе. То есть колоться об него никто не будет. Вот посмотрите, какие изгибы. Так, Хорстман, показывай себя. Вот смотрите, какие веточки. Как они подвисают. Контраст вот этой хвои. Зеленые кончики. Более темная хвоя в центре. Каркасы, структуры. То есть вот такой дремучий лес. А не можжевельник. Невероятно красивый, невероятно быстро растет. Очень быстро, очень хорошо себя вот так закручивает и формирует. Просто обожаю его. Знаю за этот можжевельник, что если его не ставить на опору, он вообще может и близко к земле расти, и подвисать. Но я решила, что обязательно он должен быть высокий. Должен у него быть такой каркас красивый. Вот такой вот Змей Горыныч о 3 головах. Просто красавец. Для любителей всяких кривых форм обязательно рассматривайте. Вот такой вот дремучий лес. Можжевельник Хорстман. Пока молодой, растет он у меня 2-й год. Но прирос он прямо хорошо, сантиметров на 30-40 точно. И хорошо так раскустился, несмотря на то, что я его 2 раза пересаживала. Вот все не могла никак его центровать. Это какой-то ужас, конечно. Бедные мои растения, но они мне все прощают. Вот такой красавец. Очень выносливый. По выращиванию можжевельников. Что вам могу сказать? На Кайзуке был мучнистый червец.
Обрабатывала ракурсом, пиноцитом. Быстренько он, конечно, ушел, но когда у вас заводится мучнистый червец, такой вот неприятные такие белые капсулы какие-то ползающие, присасывающиеся, то его нужно через 7 дней как минимум обработать еще раз, иначе он отложит яйца и будет бесполезно с ним бороться. На Хурцмане и на остальных можжевельниках вредителей я ни разу не замечала, но обработки они получают постоянные, профилактические, поэтому предпочитаю предостеречься, чем потом лечить. А так, в принципе, все хорошо и прекрасно. Вот показываю вам группу с красавчиком нутканцем. И вергата у меня еще недалеко. То есть здесь будет 3 таких необычных раскривульки. И еще один очень красивый из виргинских можжевельников. Это перед вами хец. Тоже брала его из черенка. Тоже весь уже с шишечками. Очень красивый. Вот пересадила его не так давно. Переформировала в новую группу. Будет такая юбочка у нутканца красивая. У вергаты будет закрывать мне вот этот кусочек земли. Потому что тенденция у меня тоже идет такая к малоуходному саду, когда можжевельники все вырастут. Травки под ними, я уже думаю, не будет. Будет красиво, душисто, ароматно. Хец на солнце, конечно, практически бело, такой голубой, очень красивый цвет. Сейчас не так ярко выражена его окраска, потому что рос он у меня в тени. Так как брала маленькие практически черенки, вот посадила их все недалеко, и они там развивались. Думаю, с затенением, чтобы дать им развиться, чтобы они не пригорели в наше южное лето. А сейчас уже они так подокрепли. И вот уже их на места на свои рассаживаю. Красивый можжевельник. Может до 3-4 метров дать радиус, если его не стричь. То он такой будет очень широкий. Читала, что высота может быть до 2,5 метров. Но не знаю, честно, на фотографиях, на картинках, на видео я такой высокий не видела никогда хец. Поэтому будем наблюдать, посмотрим, как он будет расти. Вообще обожаю виргинские можжевельники. Красивые, эффектные, очень устойчивые, очень неприхотливые, можно сказать, мощные. Вот красавец хец и тоже с шишечками. Побалую вас цветами в декабре. И пойду покажу вам еще один интересный, красивый, очень можжевельник. Видите, какая сказка, да? Вот так цветут у меня анютины-глазки. Вот цикламены с бутонами. Настолько стоит теплая погода, что у меня даже вот фатиния начала выпускать молодые почки. Листики начали раскрываться, что не есть хорошо, так как у нас бывают морозы в феврале. Может дать хороший мороз, и они могут все обмерзнуть. Ну, погоду не закажешь. Тепло нам нравится, но для растений иногда это тоже стресс. Ну и не могу не показать вам барбарис, который с листьями. Он иногда и зимует с листьями. Сорт я потеряла. Но такая красота неимоверная. Просто как пожар. Если кто-то знает этот сорт, напишите. У него лист очень плотный, кожистый такой. Чем-то даже на юлиан по структуре похож. Только лист мелкий, толстый, плотный. И вот такой ярко-ярко красный.
Сейчас перед вами еще один скальный можжевельник, который можно иногда спутать с Moonglow. Но вот сейчас вам показывала в этом видео Moonglow. И видно, что совершенно разный рост хвои, рост вообще самого можжевельника. Это Moffat Blue. Очень красивый светлый можжевельник. Обращаю ваше внимание, что он тоже с ягодками. Такой бело-серый у него цвет. Зимний сейчас с легким фиолетовым оттенком, таким налетом. Очень красивый можжевельник. Рос у меня в берегу. Там должна была быть, по моим задумкам, очень красивая группа. Зизик пожаловал. Но вода в этом году поднялась, и все мои планы перенесла, переработала, в общем. Природа. Только садовод может совершить глупость и посадить какие-то растения там, где им нельзя расти. Поэтому быстренько все было высажено. Не успела спасти только тую Мария. И перенесла в другое место, где не берег реки. И вот он очень хорошо себя проявляет. Здесь песчаная у меня почва. Ему это все дело нравится. Красивый можжевельник, я думаю, он будет быстро растущий, довольно пушистый и очень светлый. То, что я и хотела. Красавец. Немножечко другая будет у него структура роста. Он, видите, более разваливается, в отличие от Moonglow. Хотя я когда покупала эти два можжевельника, они были настолько похожи, я очень переживала, чтобы не перепутали горшки там в садовом центре или еще что-то, чтобы не взять два одинаковых. Но теперь видно, что совершенно два разных можжевельника. Очень красивый. Видела его большим. Вот прямо можно спокойно и смело заменять им голубую ель на участке. Смотрится очень декоративно. Очень. Просто великолепно, воздушно, ажурно. Вот весной тоже буду его вот так прищипывать. У него, кстати, в отличие от Moonglow, более жесткая хвоя. Она как будто, знаете, более короткая какая-то такая, сжатая. Ну, красавец. Зизик тут лавровый лист облюбовывает. Даже у меня растет здесь лаврушечка, которая будет зимовать первую зиму. Не знаю, как она перезимует. Весна покажет, но покупала я ее у женщины, которая ее выращивает в нашем городе. Она прекрасно зимует, без всяких укрытий у нее. И вот она ее рассаживает. Я у нее приобрела. Очень хорошо пошел в рост. Здесь такое тихое место. Запах, конечно. Великолепное. Очень красивое растение, лавр. Ну и возвращаемся к нашим можжевельникам. Так что вот такой вот красавчик. Невероятный. Будет высокий. Я думаю, 3-4 метра он выдаст. Надеюсь на это. Ну, такой красивый можжевельничек. Moffat Blue. И был у меня вопрос. Попросили показать можжевельник скальный, вариегатный. Очень быстро растущий. Вот он у меня здесь должен угол мне закрыть на клумбе. Часто у меня спрашивают перед домом. Вот сейчас показываю вам растения, которые в передней части, не в саду растут. Вот этот можжевельник приобрела небольшой, год назад. Да нет, даже не год назад. Я его весной приобрела, да, 7 марта. После того, как я его посадила, он прирос сантиметров на 50. То есть должны понимать, что это очень быстрый темп, просто очень. Невероятно быстрый. Растет он у меня здесь в песчаной почве. У него красивая вариегатность тоже, видите? Сейчас покажу вам ближе. Вот прямо напополам веточка идет. Голубая, с другой стороны желтая. У него она как более мраморная, знаете,
как вся такая с вкраплениями. Вот каждая веточка и кончики на ней ярко-желтые. Опять веточка и ярко-желтые кончики. Вот видите, какая интересная структура, да? Какая интересная варигатность. Это скальник. Скальники хорошо реагируют на прищипку. Весной он будет прищипнут весь, чтобы он потихонечку загущался. Вот он тут развалился мне как на 2 макушки. Посмотрим. Они практически с небольшой разницей. Надо застригать, не жалеть. Если хотите плотное растение, то нужно формировать. Очень быстро растет, очень нетребовательный, не горит на солнце. Все выносит, прекрасно растет. Ну, вообще можжевельники больше любят песчаную почву, такую супесчаную. Поэтому в чернозем хорошо бы песочка добавлять. Ну, в принципе, они выносливые. И все выносят. Вот в компании к нему бересклет у меня, ауреус. Видите, ярко-ярко-желтые листья. Красиво будет смотреться с вот этой желтой варигатностью. И в эту же группу весной будет подсажена магнолия 2, феруджина. Очень красиво будет вместе. И сюда же расчеренковала и посадила бересклет форчуна, эмеральд гаета. Видите, здесь он какой ярко-розовый. А там белый, вам в прошлый раз показывала. Чтобы он мне тут землю мульчировал, заплетал таким ковриком. Так что вот скальный Gold Star можжевельник. Очень быстро растет, очень красивая варигатность. Практически такого серого цвета сейчас, бело-серого, с такими кремово-желтенькими приростами. Растет быстро, очень быстро. Ну вот в марте посадила, около 50 сантиметров прирост. Быстрорастущий можжевельник. Вообще должен быть узкоколоновидный. Читала, что вообще до 80 до метра. Ширина у него. И высота около 6 метров, по идее, должна быть. Ну, выращиваем, наблюдаем. Что вот декабрьская прогулка по можжевельникам подошла к концу. Рада была с вами прогуляться по саду. Всем приятного декабря, хорошего предновогоднего настроения. Пусть ваши сады вас радуют. И до встречи